прежде чем приступить непосредственно к вышивке, давайте мы нарисуем, чтобы нам было легче, где будем вышивать цветочки. Я прямо буду рисовать от руки и на глазок. Ну, если мне что-то не понравится, я всегда могу потом поправить. Давайте начнем с цветочка такого. Не совсем по центру я его сделаю, немножко сбоку, чтобы не было чрезмерной симметричности. То есть я хочу, чтобы эти цветочки были так разбросаны, как живые. То есть я рисую схематично, просто кружочками. И вот такими вот палочками прорисовываю будущие лепестки. Давайте вот сюда. Размеры, ну, тоже я на глазок делаю размер. Ну, у меня примерно 1,5 сантиметра в диаметре они. Можно чуть больше, чуть меньше, тоже не обязательно их одинаковыми делать. А вот этот вот цветочек чуть повыше будет, чтобы не на одном уровне все было. В центре ставлю точечку, здесь у нас будет серединка. Вот сюда, с этой стороны тоже. Здесь еще один. Чуть-чуть можно заходить на предыдущие. То есть вот видите, у нас эти кружочки пересекают друг друга. Некоторые цветы будут ниже, некоторые выше. Так будет красиво смотреться. Теперь вот здесь сделаем. Ну и вот здесь тоже нужно. Ну, пожалуй, вот здесь вот, да, тоже просится цветочек. Это предварительная такая схема. Посмотрим, как мы сможем ее придерживаться или нет. Ну, примерно. Листики мы даже сейчас рисовать не будем. Все это мы позже сделаем. То есть после того, как будут готовы цветочки, мы тогда займемся листиками. А сейчас пока перейдем к цветам. Сейчас я линейкой померяю, какие у меня здесь кружочки получились. Ну, поменьше, чем 1,5 сантиметра. 1,3, 1,2. Ну, вот так вот. Здесь вот 1 сантиметр. Ну, это примерно все. Теперь давайте подбирать нитки. Я подобрала тут несколько вариантов мулине разных цветов. У меня получилось 2 оттенка розового, желтый, 2 оттенка вот такого сиреневого, зелененький, вот такой еще сиреневый. Ну, посмотрим. Может быть, пригодится, может быть, нет. Там в процессе мы уже будем смотреть. Мы будем вышивать цветочки объемные, так называемая бразильская вышивка. Будут разные швы. Швы рококо, швы наборные стежки. Я вам покажу несколько стежков бразильской вышивки, очень простых, но эффектных. И нам понадобится еще иголка. Вот смотрите, иголка. Это очень важно, какая иголка. Во-первых, она довольно длинная. У меня это 6,5 сантиметра. Ровная по всей длине. То есть практически нет утолщения на кончике. Это тоже очень важно, потому что в стежках наборных или с навивами, если здесь утолщение, то оно будет мешать нам протягивать иглу сквозь эти навивы. Поэтому это очень важно. Эта игла называется для штопки. Когда придете в магазин покупать иглы, попросите иглы для штопки. И вам покажут. Острая, кончик острый у нее. Они бывают разные толщины, разной длины. Слишком тонкую не берите. Чем тоньше игла, тем тоньше должна быть нить. То есть, соответственно, мы будем вышивать в основном в целую пасму. Поэтому нам нужна вот примерно такой же толщины иголочка. Если у вас игла будет тоньше, то, соответственно, вам нужно будет и нитку разделить тогда. И уже получатся другие немножко цветочки, они будут по-другому выглядеть. Так что вот смотрите, подбирайте нитки, подбирайте иглу, рисуйте схему, и мы приступим. Мы начнем с желтых цветочков, вот таких. У нас их будет 2. Я беру желтые ниточки, отрезала уже. Вышивать будем в целую пасму, то есть мы не будем разделять ее на ниточки, а прямо так, как есть. Вдеваем в иглу и завязываем на конце узелок. Вот таким образом. Берем кончик
оборачиваем вокруг иглы и протягиваем нить. Вот у нас здесь появился узелок. Можно лишнее отрезать. Начнем вот с этого. Не случайно я начинаю именно с этих цветочков, потому что они у нас из всех цветов, которые мы будем вышивать, самые плоские. И нам будет проще просто после этого цветка вышивать вот эти цветки, они будут немножечко заходить уже на желтый. Итак, вытягиваем на лицевую сторону. Вот здесь у нас центр. Не в самый центр я ввела иглу, а чуть-чуть рядом. Дальше делаю вот такую петельку. Ввожу иглу в ту же самую точку, откуда я вышла. И выхожу иглой вот здесь. Беру ниточку, иголочку вот так вот пальчиком придерживаю и делаю навивы. 1, 2, 3, 4. Теперь можно протянуть иглу сквозь навивы. Навивы придерживаю рукой. Вот, видите, как у нас получилось. И ухожу на изнанку. Вот так. У нас получился красивый шовчик, который называется петля в прикреп с узелком рококо. Выполняем следующий стежок, следующий лепесток. Выходим на лицевую сторону. Выполняем следующий стежок. Раз, два, три, 4. Подтянули. Ушли наизнанку. Следующий. Все эти лепестки мы выполняем вокруг центра. У нас здесь точечка стоит. В саму точечку я не захожу, а вокруг нее выполняю лепестки. Центр я специально оставляю свободным. Потом я вышью там серединку. И последний лепесток. 1, 2, 3, 4 навива. Навивы вот так вот мы согнали все сюда. Протянули нить. Подтянули. Ушли наизнанку. Вот, готов цветочек. У нас получилось 7 лепестков. У вас, может быть, получится 6 или 5. Теперь мы перейдем по изнанке вот сюда и вышьем точно так же вот здесь. Такой же точно цветочек. Вот он готов, второй цветочек. И все, можно ниточку закрепить. Сейчас я здесь сделаю закрепочку. И отрежу нить. А сейчас мы займемся сиреневыми цветами. Вот такие цветы сделаем. Их будет у нас 3 штуки. Я выбрала для этого ниточки сиреневые 2 оттенков. Более темный и более светлый. Сделаем 5 лепестков. Серединки лепестков я сделаю из более темного оттенка. А края лепестков из более светлого. Я вдела уже ниточку. Завязала узелок на конце. Чтобы нам было удобнее, я прорисую лучики, которые у нас будут обозначать лепестки. Вот так, 5 штук у меня. Вот этот цветок, он будет перекрывать желтый цветок. И этот немного тоже. В серединке у нас точечка.
Серединку мы оставим тоже свободной, как и в прошлый раз. Итак, выходим наружу. Заходим вот здесь, рядом с серединкой. И кончик иглы выводим в первой точке. Вот таким образом. Будем вышивать стежок рококо. Делаем навивы. 1, 2, 3, 4, 5, 6. У меня 6 навивов, потому что у меня такая длина стежка. То есть я на глазок определяю. Вы смотрите, какой у вас размер цветка, какие размеры стежков, и, соответственно, у вас может быть навивов больше, чем у меня, или меньше, чем у меня. Протягиваем. Расправляем виточки. Ушли наизнанку. Следующий лепесток. Выходим опять с краю, у внешнего края. Вот так вам просто будет удобнее. Рядом с серединкой. И делаем все то же самое. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот здесь может прямо сквозь стежки предыдущего цветочка, ничего страшного. Так, этот цветок мы сделали. Теперь сделаем точно так же вот этот цветочек и вот этот вот крайний. Вышивать будем таким образом. Выходим между двумя вот этими лучиками, но не совсем близко, а отступив немножко. Ну, примерно 1 миллиметр или 1,5. Идем против часовой стрелки и между, опять же, предыдущими стежками выходим и делаем набросы. То есть не навивы, как мы в предыдущий раз делали, а набросы. То есть вот так разворачиваем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Нам нужно такое количество сделать набросов, чтобы получился стежок такой длины, чтобы можно было вот так вот его обернуть вокруг. Протягиваем. Подтягиваем. Уходим наизнанку. И здесь закрепим. То есть мы сделали стежок по направлению против часовой стрелки. Вот так, отсюда сюда. Лепестки мы будем вышивать по часовой стрелке, а сами стежки делать будем против часовой стрелки. Смотрите, сделали этот стежок. Теперь идем сюда, там, где у нас свободное место, вот здесь. Выходим, возвращаемся назад. Вот таким образом. Вот, пошли. И делаем набросы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13. Этот стежок у нас называется наборный стежок. Ушли наизнанку и закрепили, чтобы он не болтался. Теперь идем дальше по часовой стрелке и выходим между двумя лепестками, там, где свободное место. Уходим в ту же самую точку, где у нас заканчивается предыдущий стежок. И так продолжаем по кругу. Сделали 4 лепестка, дошли до последнего лепестка. Вышивала я сейчас вот этот лепесток. Здесь у нас было начало. И мы сделаем вот так. Вот так немножко отогните лепесточек, чтобы нам не мешал. И в ту же самую точку войдите. Вот так. И как обычно делаем накиды. Последний стежок — это у нас закрепляющий. Ну вот такой цветочек получился. Остался еще один сделать. Вышили сиреневые цветочки. Теперь давайте перейдем к розовому цветку. Я подобрала розовые нитки двух оттенков. Более темный, как обычно, я беру для серединки. Я вставила в иглу, завязала узелок. Это будет роза-паутинка. И сначала мы сделаем лучики. Выходим у края одного лучика. Наизнанку уходим ровно в серединке. Прямо четко в серединке. И выполняем все лучики таким образом. А они у нас прорисованы заранее. Я предпочитаю прорисовывать, чтобы уже не мучиться. Всего лучиков у нас 5. При вышивке такой розы очень важно, чтобы количество лучей было нечетным. Так, теперь вышли рядом с серединкой и начинаем обвивать. То есть ниточка сначала сверху идет, следующий лучик под ним, над, опять под. Можете, кстати говоря, перевернуть иглу и тупой стороной иглы плести. Во втором ряду все получится наоборот. Там, где у нас нитка шла сверху, она будет идти снизу. И плетем таким образом до того момента, когда нам кажется, что уже достаточно. Ну, примерно половинка, наверное, цветка у нас готова. И после этого можно будет перейти к более светлому. Так, давайте вот еще один раз сделаем. И уйдем наизнанку. А чтобы нить не обрезать, я хочу сделать еще вот здесь вот розочку рококо розовую.
Я тогда сразу перейду по изнанке сюда и начну этой же ниточкой, потому что она у меня еще не закончилась. Начну вышивать здесь. Сделаем сначала центр розы, 2 стежка рококо параллельных. 1, 2, 3, 4. Смотрю на глазок, этого достаточно. И теперь будем прокладывать стежки вокруг этой серединки. Вышли. Определили место окончания стежка. Делаем навивы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Должно мне этого хватить. И вот так, смотрите, стежок укладываем вокруг центра. Сделали стежок. Чуть-чуть по изнанке возвращаемся назад. Вот сюда. Выходим. Вот здесь. Делаем еще один стежок. Тоже 8 навивов. И вот так вот закручиваем розу. Опять назад. Восемь витки согнали к основанию иглы. Все выправили, подтянули. И вот здесь у нас уже заканчивается. Это будет заключительный стежок в этом ряду. Поэтому мы будем заходить за первый стежок вот сюда внутрь. Ну вот, теперь можно и закрепить нить. А мы продолжаем плести розу-паутинку более светлой ниткой. Просто с того же самого места мы продолжаем вот так вот. То под, то над, то под, то над. И достаточно. Вот так. Лучики у нас практически не видны из-под розочки. И давайте вот у этой розочки еще сделаем один ряд. Будем делать более длинные стежки. В первом ряду у нас было по 8 навивов, а сейчас давайте мы сделаем, ну, сейчас посмотрим, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Пусть это будет 12. И последний лепесток.
Все, теперь можно закрепить нить на изнанке. Нам осталось сделать серединки у вот этих цветочков и листики. Серединки цветов будем делать французскими узелками. У сиреневых цветов желтые будут серединки, а у желтых цветов мы сделаем серединки зеленые, чтобы не сливалось. Давайте выходим в центре. Если кто не знает, как делать французский узелок, смотрите. Одной рукой мы держим ниточку и делаем навивы на иглу. Я делаю 2 навива. Обязательно нитку придерживаем, то есть натягиваем. Иглу втыкаем рядом с выходом, подтягиваем. Обязательно держим нитку и аккуратно уводим на изнанку. Вот и все. Это у нас французский узелок в 2 навива. Навивов можно делать сколько угодно. Ну, в данном случае я буду делать 2. Вот так подтянули, увели. Теперь можно перейти к зелени. Прежде чем вышивать листики, давайте мы сначала наметим, где они у нас будут располагаться. Я просто беру и прорисовываю. Вот я хочу, чтобы было здесь, здесь, вот здесь нужно обязательно сделать. Я нарисовала. Если нам потом захочется еще добавить, мы добавим. Я взяла вот такие веселенькие зеленые ниточки. И чтобы зелень у нас выглядела более изящно, мы будем вышивать не в целую пасму сейчас, а разделим пасму, то есть в 3 ниточки. Я сейчас отделю нить, обрежу ее и вытяну из этой пасмы 3 ниточки. По очереди вытягиваем. Сначала одну, теперь вторую, и третью. И вдену их сейчас в иголку. Я поменяла иглу, взяла иглу поменьше. Такая большая уже сейчас нам больше не нужна. У нас и более тонкая нить. И давайте сейчас я вам покажу, как листики вышиваем. Смотрите, вот у нас листик. Он у нас в виде такого треугольничка. А посередине этого листика будет идти прожилка. Ну, я ее прорисовывать не буду, я просто вам сейчас покажу. Выходим вот здесь в уголке, в вершинке листика. И делаем стежок вдоль будущей прожилки. Сделали, подтянули. Теперь выйдем по контуру листика рядом с вершинкой. Следующий стежок. Уходим на изнанку по линии прожилки чуть-чуть ниже, чем предыдущий стежок. Ну, попадаю точно в линию. Теперь выходим с другой стороны, рядом с вершиной, а уходим, попадаю прямо в линию прожилки, чуть ниже. И вот так чередуем. Они маленькие, эти листики, вышиваются моментально. Здесь у нас уже концовка, мы просто заканчиваем, то есть доделываем с 2 сторон. Переходим к следующему листику. Вершинка.
Иголочку берите обязательно с острым кончиком. Тупые гобеленовые иглы здесь нам не подходят. И давайте здесь тоже сделаем листик. Вот мы добрались до желтого цветка. И давайте сделаем серединку. Поскольку у нас эта ниточка более тонкая, давайте сделаем не 2 навива, а давайте 4. Продолжаем дальше вышивать листики. Принцип понятен. Все, дальше я буду вышивать уже самостоятельно. И покажу вам в конце, что получилось. Вышивка закончена. Вышиты все листики, все цветочки и все серединки. Теперь снимаем вышивку с пялец. И идем утюжить. Гладим вот здесь, там где нет вышивки. Здесь проглаживаем утюгом. Вышивку саму гладить не надо, поскольку она объемная. Только убираем все линии с помощью пара. И дальше мы перейдем к пошиву прихватки.